Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь багет на закваске. С вечера приготовим левандюр. Как его сделать, вы видите на экране. На следующий день сделаем аутолис. Для этого возьмем муку, холодную воду из холодильника. Вот она у меня 6 градусов. Сольем и хорошо перемешаем таким образом, чтобы у нас нигде не осталось сухой муки. Увлажнение муки водой запускает все биохимические процессы. Вот так вот все хорошо смешиваем, накрываем и оставляем на кухонном столе на 1 час. По прошествии времени сделаем тесто. Для этого внесем соль, остаток воды, этот остаток называется бассинаж, и наш левандюр. Я сделала левандюр на муке 2-го сорта. Поэтому он у меня имеет такой цвет. Отмеряем необходимое количество. И перемешиваем. Сначала замешиваем на медленной скорости, затем на умеренной и последние 1-2 минуты на высокой скорости. Проверяем тесто на наличие глютенового окна. Для этого отщипываем кусочек и смотрим. Вот мы видим, что клейковинный каркас у нас еще недостаточно развит, поэтому продолжим замес. Если вы месите тестомесом, то его нужно временами останавливать, чтобы предотвратить перемес, и делать проверку. Делаем замеры обязательно. Ну вот мы видим, что клейковинный каркас у нас уже хорошо развит, и тесто можно считать вымешанным. Выкладываем его в смазанный растительным маслом контейнер и слегка организуем. Неплотно накрываем крышкой и оставляем на брожение на 3-3,5 часа при 26-28 градусах Цельсия. По прошествии 45 минут делаем 1 подход складывания. Затем убираем в холодильник до следующего утра. Достаем тесто из холодильника на следующее утро. Слегка присыпаем стол
мукой и выкладываем тесто на рабочую поверхность. Стараемся работать осторожно, для того, чтобы не сильно дегазировать кусок теста. Разделяем его на две равные части и делаем легкую предформовку. Оставляем на расстойку на 45 минут. За это время тесто также успевает согреться. Еще раз слегка присыпаем мукой и делаем окончательную формовку. Формовать багет можно самым разным способом. Я формую его современным способом. Выкладываем швом вверх на куш. Можете сделать подпорки при помощи книг, при помощи скалки или оставить так, как оно есть, на 45-60 минут при комнатной температуре. Теперь перекладываем заготовки на бумагу для выпечки. Выравниваем, придаем красивую форму. Шов у нас был вверху, но при перенесении на бумагу он оказывается внизу. Теперь вот я решила украсить заготовки. Это делать не обязательно, но вот я решила украсить их при помощи трафарета. Как я уже сказала, это делать не обязательно. Вы можете использовать любой другой трафарет, можете использовать, например, салфетку. Если у вас салфетка, вязаная крючком, например, она не будет сильно утяжелять, можете использовать ее. Делаем обрезы. Так как заготовка у нас всего лишь примерно 30 сантиметров, то надрезов у нас всего 3. И выпекаем при температуре 240 градусов с паром на протяжении всего времени в течение 18 минут. Затем даем багетам остыть и дегустируем. По отношению к багету на пулише, который я выкладывала не так давно, багеты на закваске менее традиционные и имеют несколько более твердую корочку по сравнению с багетами на пулише. Это стоит учитывать. Посмотрим на внутреннюю жизнь багета. За счет того, что мы сформировали его осторожно, не сильно дегазируя, мякиш у нас получился
крупнопористый. Если вам понравилось это видео, вы нашли его полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также размещайте ссылки на это видео в своих социальных сетях. А самое главное, пеките на здоровье.